Друзья, всем привет! С вами Ескараева Айман, я юрист в Дубае. Приветствую вас на своем канале. Сегодня в этом видео я расскажу о том, что такое чеки, правила обращения чеков в случае, если чек оказался необеспеченным, каковы процедуры, какие судебные взыскания имеются и каким законом регламентированы. А также я расскажу о новых изменениях, которые вступят в конце 2022 года согласно изменениям, принятым постановлением Кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов, и многие другие вопросы мы обсудим в данном видео. Друзья, что такое чеки? Чеки в простонародье, если говорить, это то же самое, что деньги. Денежное обращение у нас есть, это купюры. А в чеке это ценная бумага, которая дана на предъявителя, и, соответственно, банк обязан выдать предъявителю чека сумму, которая указана в самом чеке, в дату, которая указана в чеке. Физически, если вы смотрите чек, это такая книжка, блокнот, специально выпускается по форме, защитная, имеются там знаки, которые, соответственно, заполняются от руки, где указывать необходимо, согласно закону, необходимо указывать, кому вы предъявляете, в какую дату, указывать прописью сумму. То есть эти все графы заполняются, и после этого этот чек вы предъявляете в качестве оплаты, гарантии оплаты, что на соответствующую дату вы обеспечите на этом чеке, по этому чеку на вашем счете банковском соответствующую сумму, и получатель чека может предъявить и забрать эти деньги в банке. Исполнение чека гарантировано тем, что в случае, если чекодатель нарушает свои обязательства, то возникает у него, соответственно, уголовная ответственность, помимо гражданской ответственности, оплатить сумму задолженности, которая у него возникла по необеспеченному чеку. Обращение чека регламентировано законом о Commercial Transaction Law, или, говоря на нашем языке, это закон о коммерческих транзакциях, который предусматривает, что в течение 6 месяцев после того, как прошла дата, которая указана в чеке, вы имеете право предъявить чек на исполнение, то есть непосредственно в банк в течение 6 месяцев вы можете обратиться для того, чтобы получить сумму, которая указана в чеке. Если ваш чек оказался необеспеченным, что такое необеспеченный? Это, соответственно, если вы предъявили в банк, а банк отказывается выдавать, потому что на счете нет соответствующей суммы, или же банк может отказать, потому что подпись не соответствует, или графы неверно заполнены, или какие-либо иные основания имеются, например, счет закрыт, соответственно, и вы не можете получить деньги, то есть в этом случае чек является необеспеченным. И если этот чек с даты, когда он стал необеспеченным, вы имеете право в течение 2 лет подать чек на исполнение, на возбуждение уголовного кейса. Мы говорим, уголовный кейс — это то же самое, как возбуждение уголовного дела. Учитывая, что непосредственно на территории Объединенных Арабских Эмиратов чеки очень распространены и, соответственно, очень много случаев необеспеченных чеков, сейчас суды загружены, и это не только в Эмирате Дубай, это во всех Эмиратах, соответственно, большая нагрузка на суды, и непосредственно в Дубае это решили небольшим изменением законодательства, когда возможность дали прокуратуре решать дела по сумме меньше 200 тысяч дирхам, это примерно 55 тысяч долларов, образно так, если округлять, то, соответственно, на эту сумму, если чек выдан, меньше этой суммы, то это решает прокуратура, и она может без заключения человека под стражу на месте решить, и даже есть однодневные суды, которые разгружают основные суды и выписывают штрафы по таким кейсам, то есть на сумму 200 тысяч дирхам и менее. Согласно статье 401 Уголовного кодекса, мы говорим, федеральный закон у нас есть в Эмиратах, если чек не обеспечен, то наказание следует за такой необеспеченный чек либо штраф, либо содержание под стражей. Если содержание под стражей, то это не менее 1 месяца и не более 3 лет. Если это штраф, то не менее 1000 дирхам, но не более 300 тысяч дирхам. Для того, чтобы разгрузить суды,
непосредственно в Эмирате Абу-Даби, Рас-Аль-Хейма и Дубай предусмотрели такой упрощенный, ускоренный порядок рассмотрения, можно сказать, как образно однодневный суд, который формируется для того, чтобы решить вопросы по необеспеченным чекам. Как я уже сказала ранее, непосредственно в самом Эмирате Дубай это прокуратура, которая имеет возможность на сумму менее 200 тысяч дирхам решать дела и накладывать штрафы. Штрафы предусмотрены в размере от 5000 дирхам до 10 тысяч дирхам. То есть прокуратура принимает решение, и далее есть 7 дней на то, чтобы оспорить это решение и перевести его в юрисдикцию обычных уголовных судов. Друзья, в каждом случае всегда необходимо консультироваться отдельно по необеспеченным чекам. Соответственно, в Эмиратах есть различия. И, конечно, самый главный момент, который необходимо понимать, когда вы выписываете чек или когда вы получаете чек, что сам по себе чек является отдельным обязательством. То есть, если вы заключаете отдельный договор и вы даете чек, где вы предусматриваете, что получатель чека не будет предъявлять, что это только условно вы выдаете чек или какие-либо другие вещи вы предусматриваете в договоре, то в любом случае такой договор, он не будет действительный, друзья, и нужно это понимать, чтобы вас не вводили в заблуждение. То есть как только вы выдаете чек, вы, соответственно, становитесь обязаны оплату произвести по чеку в соответствующую дату, в соответствующей сумме. Никакие иные договоры не могут перекрыть собой или отменить этот выданный чек. Кроме того, есть такие факты, в любом случае есть такие факты, когда законодатель, пытаясь гарантировать обеспеченность чека, еще не гарантирует вам то, что вам выдают чек, и он будет в любом случае исполнен, или что этот чек действительный, или что этот чек является для вас гарантией оплаты. Поэтому, друзья, это очень важно понимать, чтобы вы не заблуждались, что на практике бывают случаи, когда вам выдают чеки, которые, может быть, уже давно закрыты банковские счета по данному чеку, либо утерянные чеки, либо чеки, которые не принадлежат тому, кто вам выдает ее, то есть он, по сути, может быть, где-то достал чек какой-то компании или где-то уже счет закрылся. То есть очень много таких факторов, которые на самом деле не могут быть выявлены, когда вы получаете чек. Итак, ситуация, допустим, такая, что вы получаете чек и он не обеспечен. Каковы ваши действия? Непосредственно первым делом вы идете в банк, и если банк говорит, что на счете нет денег или там еще какие-либо обстоятельства препятствуют тому, чтобы выдать вам деньги, вам необходимо будет получить от банка соответствующий документ, который позволит вам открыть в уголовном процессе в полиции уже соответствующий кейс. Кстати, кейс можно открыть непосредственно на сайте дубайской полиции, есть отдельный раздел для того, чтобы вы могли быстро оформить такого рода дело. Иногда бывает, банки просят несколько дней для того, чтобы они могли связаться со своим клиентом и выяснить причину, возможно, решить этот вопрос. Это длится несколько дней, может быть, до того, как вам выдадут документ, который подтвердит, что чек оказался необеспеченным. Как дальше будет решаться ваш вопрос непосредственно в полиции, друзья? Это необходимо уже рассчитывать из суммы чека. Как я уже сказала выше, если сумма меньше 200 тысяч, то, соответственно, не будет никакого наказания в виде содержания под стражей. Это будет штраф для того, кто выдал вам такой необеспеченный чек. И, соответственно, это будет решать прокуратура. Еще один важный момент, друзья, надо понимать, что если вы открываете уголовное дело по необеспеченному чеку, это не означает, что должник вернет вам деньги в самом уголовном судопроизводстве. Те деньги, которые предусмотрены в виде штрафа согласно закону, они идут в соответствующую инстанцию государственных органов. Оно не идет к вам лично в обеспечение оплаты или иным образом уголовное производство не гарантирует вам того, что ваши обязательства по чеку будут исполнены. Для вас на практике это означает, что вам необходимо будет после того, как уголовный суд производства закончится или параллельно, вы можете открыть гражданский иск. Это для того, чтобы вы могли взыскать задолженность, которая по чеку была не обеспечена, то есть как те деньги, что вы не получили по чеку, вы можете получить только в гражданском судопроизводстве.
Уголовное судопроизводство в отношении того, кто выдал необеспеченный чек, означает, что ему будет, соответственно, наложен бан на выезд, то есть travel ban, либо даже если он за пределами страны, тоже будет travel ban, то есть в любом случае, если он будет пересекать территорию Эмирата, то он когда-нибудь в аэропорту может быть задержан по тому чеку, по иску, который был на него открыт в свое время. Непосредственно в уголовном производстве также будет решаться вопрос возможности погашения задолженности, но в целом само по себе уголовная процедура – это только наказание в виде штрафа или задержания под стражей. Таким образом, друзья, выдавая чеки, также, пожалуйста, имейте в виду, что это действительно очень серьезное обязательство, и вы будете нести ответственность. Вам необходимо будет в любом случае обеспечить деньги. Если вы, например, оплатили часть денег наличными по чеку, то будьте добры, заберите свой чек. Обязательно физически вы должны его забрать, либо вы должны убедиться, что держатель чека уничтожил чек, то есть для того, чтобы в последующем не было такого, что он пошел и предъявил, потому что вы не докажете, если даже вы оплатили какую-то задолженность по чеку наличными или перевели ему на счет, но не забрали физически свой выписанный чек, это означает, что вы, по сути, до сих пор продолжаете быть ему должны по чеку, то есть вся эта сумма может быть предъявлена на исполнение, и ни в полицейском участке, ни в гражданском суде вы уже не можете доказывать, что вы отдали. Конечно, вы будете пытаться доказать, но это будет вашей большой ошибкой, что вы не забрали свой чек. Если вы уменьшили сумму обязательства, то заберите чек и замените его на меньшую сумму, то есть имейте это в виду, когда вы выдаете чеки. Друзья, еще один важный момент, что, к сожалению, даже если вы не выписывали сами лично чек, на практике бывают такие ситуации, когда вы несете ответственность за свой чек. Это в случае, если была утеряна чековая книжка, если компания, соответственно, имеет доступ, в компании имеет доступ несколько людей к чековой книге, выписывают, имеют право выписывать чек, соответственно, либо еще каким-либо образом была неправильно использована ваша чековая книжка, то есть на практике есть такие нюансы, и поэтому надо это учитывать, что если вы потеряли свой чек, пожалуйста, оформите это в соответствующем порядке. Это делается через банк, вы берете справку, потом оказываете, соответственно, подаете заявление в полицию о том, что чековая книга утеряна, и, пожалуйста, больше этот чековую книжку считать потерянной, соответственно, больше уже никто не сможет использовать. Либо бывает на практике, что вы выдали чек, вы оплатили, либо вы должны уже забрать свой чек, может быть, ваш чекодержатель или кому вы выдали чек, он потерял ваш чек и не может вам вернуть. В этом случае вы должны в любом случае письменную получить у него расписку об этом. То есть на практике есть нюансы, пожалуйста, консультируйтесь отдельно по каждому вопросу с юристом, потому что законы меняются, на момент уже, когда вы будете смотреть это видео, может быть, что-то изменится, и в любом случае нужно рассматривать вопрос применимо к вам. Друзья, в свете данного видео хотелось бы еще рассказать вам о новых новшествах, изменениях в законодательстве. 26 октября 2020 года было принято постановление Кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов, которое вносит изменения в законодательные акты, в частности, для того, чтобы разгрузить суды, для того, чтобы усилить обращение чеков на территории Эмирата, которые я сейчас вам расскажу об этих изменениях вкратце. Интересные изменения, принятые соответствующим постановлением, они вступят в конце 2022 года. Они предусматривают в первую очередь то, что в будущем можно будет необеспеченные чеки сразу предъявить на исполнение, то есть непосредственно сократив дистанцию, можно будет в исполнительном производстве заморозить активы или предъявить взыскание, то есть это будет процедура исполнения непосредственно уже необеспеченного чека.
Также предусмотрена альтернативная возможность разрешения споров предварительно по чекам. Также интересное изменение касается того, что уголовный кейс можно будет закрыть за примирением сторон, если стороны оплатили чек, то есть это как бы разгружает тоже судебные инстанции. Еще одно интересное изменение – это аннулирование чеков тех, кто был увлечен в мошенничестве с чеками. Также будет предусмотрен запрет на получение ими чековых книг до 5 лет, то есть это будет процедура, ограничивающая возможность обращения чековых книжек в отношении тех, кто уже совершил такие деяния мошеннические в отношении чековых книг. Для компаний, которые допустили необеспеченные чеки, обращения необеспеченных чеков, будет предусмотрено наказание в виде приостановления деятельности до 6 месяцев. Если они совершили такие деяния повторно, то вплоть до лишения таких юридических лиц лицензии. Как они проявят себя на практике, как эти изменения будут внедряться, мы еще с вами увидим, друзья. А это была основная информация по обращению чеков. Надеюсь, вам это видео было полезным. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео и всего хорошего.